Even if I'm leaving you at the door, even when I know that you're never lonely. Алиса, поехали в домик в деревне? Поехали с вами хоть на край света. Отлично. Пойду собирать чемоданы. Молодец. Алиса, как тебе домик в деревне мой? Хороший домик, большая хата. Всем привет! В этом видео я расскажу о своем переезде в деревню, расскажу, как покупала и выбирала дом, ну и отвечу на многие ваши вопросы, которые вы писали мне в комментариях. Это видео будет интересно тем людям, которые мечтают о своем доме, которые планируют переезд в сельскую местность. В общем, всем, кто неравнодушен к природе, к своей земле, всем тем людям, которые планируют в будущем обзавестись своим собственным домом, участком земли. Я сама когда-то тоже также смотрела различные видео различных блогеров, которые переехали из города в деревню и обзавелись своим собственным домом. Очень долго такие видео меня вдохновляли, и наконец я решилась на покупку своего собственного дома и своего участка земли. И я думаю, что это видео для вас тоже будет неким таким вдохновением. Также я думаю, что я проясню для вас многие вопросы, которые у вас возникают в голове при мысли о переезде из города в деревню. Ну и надеюсь, что это видео будет максимально полезным для вас. Я очень долго его готовила, очень старалась, и буду благодарна вам за ваши комментарии, подписки, лайки. Итак, начну с вопроса о том, почему я решилась на переезд из города в деревню. Тут так сильно кричат птицы, щебечут, что я не знаю, как будет звук. Они пытаются меня перекричать, похоже. Слышите? Ну, во-первых, прежде чем ответить на этот вопрос, наверное, нужно рассказать свою историю жизни, чтобы возникло понимание, откуда у меня вообще желание возникло переехать из города в деревню. До 5 лет я росла в Краснодарском крае, в частном доме у бабушки. У бабушки был огромный сад. Там росло все, что душа пожелает. Черешня, вишня, абрикосы, сливы, персики, яблони, грецкий орех, шелковица. Обожала просто шелковицу. Клубника, дыня, арбузы, кукуруза. В общем, было просто обилие всего. И вот эта часть моей жизни, вот этот кусочек моей жизни очень ярко запечатлелся в моей памяти. Именно вот там у меня было яркое, четкое ощущение, что я дома, что я защищена. Бабушка умела создать такую атмосферу домашнего уюта, домашнего очага, ощущение дома. И вот это мне очень запало в душу и очень сильно запомнилось. В 5 лет мама меня привезла в Нижний Новгород. Она вышла замуж за отчима, и у меня появилась новая семья. Надо сказать, что в семье отчима мне было достаточно сложновато. Я чувствовала себя белой вороной, у меня сразу же пропало ощущение дома, какой-то своей семьи, и была очень сильная тоска по дому. И в какой-то момент, даже когда мне было 16 лет, я хотела уехать жить к бабушке в Краснодарский край, но мама меня не отпустила. В итоге я осталась жить здесь, в Нижнем Новгороде. Здесь же училась, и здесь же нашла работу, и стала работать, и осталась жить. Уже тогда, наверное, с подросткового возраста во мне стала зарождаться мысль и уверенность в том, что когда-то у меня обязательно будет свой собственный дом. И я стала думать, как я вообще могу воплотить эту идею в жизнь, как я вообще буду жить в этом доме, как я буду работать, какая у меня будет работа. На тот момент, это было начало 2000-х, только-только появился интернет, мне купили первый компьютер, и я стала осваивать компьютерные программы, и мне очень сильно понравилось делать что-то в фотошопе. Тогда я вела блог и в живом журнале, и в лайв-журнале, и там нужно было оформлять странички в фотошопе. Мне это настолько понравилось, оформление страниц, что я просто стала изучать активно этот фоторедактор. У меня даже была своя собственная группа на портале Life Internet.
где я выкладывала дизайны своих собственных страниц и где люди тоже могли пользоваться вот этими дизайнами, и многим это очень нравилось. И тогда я поняла, что в этом что-то есть, это можно как-то монетизировать, найти работу похожую. И я стала искать вакансии, где требовались люди, которые умеют работать с фотошопом. На тот момент у меня еще возникло очень серьезное хобби, которое мне стало приносить небольшую денежку. Я увлеклась фотографией, купила профессиональный фотоаппарат Canon и стала подрабатывать фотографом. Конечно же, там я еще больше освоила Photoshop. И однажды, это, наверное, был уже 2015 год, я все-таки нашла работу, в которой требовались навыки работы с фоторедактором, с фотошопом, с Lightroom и так далее. Это была компания, которая предоставляла услуги по оформлению и продвижению интернет-страниц. И я там проработала 2 года, я ходила в офис, и уже тогда у начальницы я стала отпрашиваться на удаленную работу. И какое-то время мне даже разрешили так поработать. Это было еще в доковидные времена, и тогда для работодателей удаленные сотрудники были не совсем выгодны, скажем так. И мне все-таки пришлось обратно вернуться в офис. В общем, когда наступили ковидные времена и всех стали переводить на удаленку, я поняла, что как же круто, я еще на шаг ближе к своей мечте. Я поняла, что сейчас будет просто взрыв вакансий, где будут требоваться удаленные сотрудники. Действительно так и случилось. Я нашла новую работу, где требовались удаленные сотрудники. На текущий момент я работаю контент-менеджером в одной из крупнейших компаний по России, которая занимается зоотоварами. И рада, что у меня есть такая возможность совместить приятное с полезным, то есть совместить удаленную работу. И я очень люблю животных. У меня сейчас 3 кошки, 2 кошки, 1 кот, который появился при переезде в этот дом. А до этого у меня были собаки, и это просто идеальное совпадение, идеальная работа, которую бы я хотела вообще на текущий момент. Очень долгое время я жила на съемной квартире, и в какой-то момент очень остро встал вопрос о приобретении своего собственного жилья. И в конце концов мне наконец-то удалось продать свою долю квартиры, чтобы у меня появилась возможность купить свое собственное жилье. И я стала искать объявления на Авито о продаже квартир. Я даже посмотрела 2 или 3 квартиры. И в конце концов я поняла, что какой бы шикарной ни была квартира, я просто не хочу жить в квартире абсолютно. Я на тот момент очень четко для себя поняла, что я хочу свой собственный дом. И тогда уже после этого решения я стала искать объявления о продаже домов. Я искала свой дом где-то около полугода. Я посмотрела около 20 объектов недвижимости. С каждым разом, с каждым осмотром очередного дома я все четче и четче понимала, что именно мне нужно. Какой дом нужен, где он должен располагаться, с чем я готова мириться, с чем не готова. Вот эта мечта моя о своем собственном доме, она начала обретать такие более реалистичные черты, скажем так. И в конце концов, в июле этого года мне все-таки удалось приобрести дом, который запал мне в душу сразу же, как только я его увидела. Вот это одна из моих кошечек, Триша. Она мне досталась в наследство от моей подруги, которая уехала жить в Шотландию. Привет, Надин! Я надеюсь, что ты смотришь это видео, и Триша передает тебе привет. И вот тут, наверное, уже я начну отвечать на вопрос, как я выбирала и покупала дом. Как я уже сказала, мне потребовалось где-то полгода, чтобы найти именно то, что мне нужно. Были долгие муторные поиски своего собственного дома, именно того дома, который мне западет в душу, скажем так. Также были обязательные какие-то моменты технического плана, которые мне захотелось учесть. То есть для меня обязательно было то, что в доме должна быть, например, русская печь.
И я искала все дома обязательно с русской печью. Вторым обязательным моментом для меня было то, что чтобы дом стоял на большом участке земли. То есть чтобы это было не 5 соток, не 10 соток, а чтобы вот начиная от 10 соток и далее. И плюс, чтобы эта земля не была пустой, чтобы там был уже достаточно взрослый такой зрелый плодовый сад. Сейчас у меня во владении 38 соток, огромное количество яблонь, груш, малины, сливы, вишни. Я просто счастлива от того, что у меня такое изобилие плодов. Но, к сожалению, в этом году яблони не плодоносили, и поэтому я собрала такой достаточно маленький урожай, плюс они еще немного померзли. А некоторые местные жители говорят, что нужно подождать до следующей весны, чтобы они отошли. Думаю, в следующем году я буду продавать яблоки ящиками. Здесь хочу рассказать небольшую историю этого дома. Местные жители мне рассказали, что раньше владельцем этого дома был учитель биологии и истории Анатолий Михайлович. И он специально высаживал этот сад огромный и занимался прививкой яблонь, чтобы на одной яблоне росло много-много разных сортов яблок. В следующем году я буду активно изучать сорта этих яблонь, и мне очень приятно, что этот человек благоустроил это место таким, что оно зацепило мою душу. Вот, поэтому я благодарна и, можно сказать, создателю этого пространства, этого места и этого дома. Так вот, я отвлеклась, да, какими важными критериями еще я руководствовалась при выборе дома. Значит, это должна быть обязательно русская печь, должен быть большой участок земли с плодовым садом. И третьим обязательным условием для меня было наличие санузла обустроенного не во дворе, а именно в доме, чтобы, как в городском доме, был санузел и чтобы была вода, чтобы было круглогодичное водоснабжение, чтобы можно было пользоваться водой зимой и летом. И я все-таки нашла такой дом, вы не поверите, деревенский дом со своим собственным санузлом. Четвертым очень важным критерием для меня было наличие транспортного сообщения, чтобы до своего дома я могла доехать на общественном транспорте. Поскольку машины у меня нет, наличие действующего общественного транспорта для меня было критичным, и я все-таки в итоге, нашла такое место. Пятым, самым важным критерием, вы, наверное, сейчас будете смеяться, для меня было то, чтобы рядом с домом росли ягоды, то, чтобы рядом с домом росла полевая клубника. Дело в том, что я очень люблю полевую клубнику, я просто с ума по ней схожу с самого детства. Это моя самая любимая ягода. В общем, нашла я ягодки, они в такой высокой траве растут. И после дождей, конечно, они немного подгнили, но вот то, что они зеленые, они на самом деле спелые, потому что они в высокой траве растут. И солнышко туда их не достает, но они уже поспевшие. Их можно кушать. Они такие беленькие скорее, чем зеленые. В общем, ягод здесь море, просто море морское. Если бы я чуть пораньше успела купить дом, то я бы, наверное, еще успела пособирать уже не подгнившие ягоды до дождей. Ну, пока немножко вот просто покушаю. И для меня было важно, чтобы в той местности, где будет мой дом, была вот эта ягода, чтобы я могла ее собирать. Я нашла такое место. Как бы это смешно не было, кто-то смотрит, ищет дом там с фундаментом, чтобы был хороший фундамент, чтобы была крыша и так далее. А я искала дом вот именно с ягодами, да. Вот такая вот я сумасшедшая. В общем, вот эти 5 критериев для меня были очень важными. Русская печь, большой участок земли с плодовым садом, наличие санузла обустроенного и наличие моих любимых ягод рядом с домом для меня было самым важным. Плюс еще для меня было важно, чтобы мой дом стоял не впритык с соседями, то есть чтобы и справа, и слева не было соседей, ну или если бы они были, то хотя бы на удаленном расстоянии. То есть я искала намеренно такой вот обособленно стоящий дом. В итоге так вышло, мой дом сейчас стоит на окраине деревни, и
у меня соседи только с одной стороны, и то сосед, скажем так, условный. Сейчас у меня дом по соседству находится в продаже, вот, и у вас есть все шансы стать моим соседом. Небольшая реклама. Короче, если вы хотите дом с газом, с санузлом, с водопроводом, то, мне кажется, это идеальный вариант, идеальная цена, идеальный вариант. Небольшая реклама моему соседу. Наверное, нужно попросить с него денег за это. Ришаня, что ты хочешь сказать зрителям? Что ты им хочешь сказать? Скажи, приезжайте к нам, покупайте дом соседский. Да, Триш? Да, скажи, приезжайте к нам, покупайте дом соседский. Вот, Триша тоже вас приглашает к нам в соседи. В общем, что я хочу сказать. Конечно же, правильным было бы выбирать дом, который соответствует каким-то техническим параметрам, чтобы был обязательно фундамент хороший, чтобы была хорошая крыша и так далее. Вы, конечно же, можете включить это в обязательные критерии, но я скажу так, что когда я выбирала дом, вот это сейчас будет очень важный момент, прислушайтесь. Когда я выбирала дом, и находились даже такие объекты, где были все обязательные критерии, которые я себе поставила. Там и была и русская печь, и был санузел, и был большой участок земли, и был плодовый сад. То есть находились такие действительно объекты, но когда я осматривала эти дома, у меня почему-то не лежала к ним душа. Я не знаю, как это объяснить, может быть, это какая-то интуиция, какое-то чутье, но если вы осматриваете дом, и он как бы соответствует всем параметрам, которые вы себе задумали, но при этом вы, когда заходите в него и не ощущаете себя дома, и не чувствуете, что это ваше место, я не рекомендую вам приобретать этот дом, потому что вы всю жизнь будете жить с мыслью, что, а может быть, это что-то не то. И самым важным, наверное, обязательным критерием при выборе дома я бы назвала то, что когда вы осматриваете дом и заходите и видите его впервые, прислушайтесь к себе. Как откликается ваше сердце, ваша душа, а ваше ли это место на самом деле? А разворачивается ли душа при виде этого места? Радуетесь ли вы? Вообще, видите ли вы себя живущим в этом доме? Когда вы выбираете дом, задайте себе такой вопрос. А как вы там будете жить? А вообще, получится у вас там жить или нет? Видите ли вы вообще эту картинку, где вы живете в этом доме, наслаждаетесь жизнью в этом доме, радуетесь жизни в этом доме? Если такая картинка есть, то этот дом ваш. Я вас поздравляю. Собственно, так же случилось со мной. Я, конечно же, старалась искать дом с техническими параметрами, которые мне называли строители, с обязательными там. Но в итоге я купила дом, который мне по душе. И я очень рада и счастлива. Благодарю небо, Бога и вообще всех, кто помогал мне искать этот дом, всех, кто меня поддерживал в этой сумасшедшей идее. На самом деле для меня это не сумасшествие, а огромное желание. И поэтому сразу же отвечу на вопрос, не страшно ли мне было переезжать в дом в частный, в свой, жить где-то вообще в доме в своем. Мне очень много таких вопросов, кстати, задают, спрашивают, а не страшно ли тебе там одной? Нет, не страшно. У меня было огромное желание, огромная мечта, которая наконец-то исполнилась, и я счастлива просто от того, что наконец-то смогла ее реализовать. Вот здесь мою радость и счастье, наверное, поймут люди, у которых никогда не было своего собственного жилья, своего собственного дома, и наконец-то впервые им удалось приобрести его. Я думаю, наверняка среди подписчиков и смотрящих это видео есть такие люди, которые тоже находятся сейчас в сложном положении, без своего жилья, без своего дома. Я хочу сказать вам, что не теряйте никогда надежду, всегда идите к своей цели потихоньку, маленькими шажками, как бы это страшно не было. Никогда, ни за что не оставляйте свою цель приобрести свое собственное жилье, иначе потом вы всю свою жизнь будете жалеть о том, что не исполнили свою мечту.
Здесь я также хочу отметить, что стоимость этого дома, который находится в Нижегородской области, стоимость этого дома, она троекратно меньше, в 3 раза меньше, чем стоимость квартиры, самой плохонькой квартиры в городе. Такая покупка мне оказалась даже выгодна в финансовом плане, поскольку мне не нужно платить огромную ипотеку за квартиру, которая будет маленькой, неуютной, которой мне будет тесно. А здесь просто очень много квадратных метров. Здесь дом 110 квадратов, плюс мансарда, которую я тоже со временем обустрою. У меня будет 2-й этаж и огромный участок земли. Я считаю, что это очень выгодная покупка и очень благоприятная для меня, скажем так. Поэтому здесь, я думаю, вы уже начинаете понимать, почему я так сильно радуюсь. Здесь я также хочу сказать, что несмотря на то, что дом требует ремонтных работ, несмотря на это, здесь есть все необходимые коммуникации для комфортного проживания. Здесь есть вода, водопровод сельский. Здесь также есть благоустроенный санузел, канализация. Здесь есть отопление АГВ в доме, то есть в печь вмонтирован котел, который при растопке печи нагревает воду и разносит ее насос по всему дому. То есть здесь отопление есть не только печное, но и вот водяное, да, получается. Плюс здесь к границе участка проведен газ, и в будущем году я планирую его довести до дома и сделать газовое отопление, чтобы дом более комфортно отапливался. Также я установила интернет. Сразу же, как приехала в этот дом, я вызвала мастеров, которые установили мне на конек дома антенну, которая ловит и усиливает сигнал с ближайшей башни. Теперь у меня есть Wi-Fi по всему дому, по участку. Это очень важный такой критерий для моей работы удаленной. В общем, со связью, с коммуникациями проблем нет. И, конечно же, со временем я буду все больше и больше благоустраивать здесь все. На это потребуется время, но я уже счастлива и рада тому, что у меня есть даже на текущий момент. Потому что это намного лучше, чем съемная квартира, чем огромные ипотечные платежи. Какие мои дальнейшие планы при проживании в этом доме? Ну, конечно же, благоустроить его максимально, сделать максимально удобным, красивым для себя. И я сейчас нахожусь в процессе. Вот уже всего лишь, наверное, 2 месяца, как я здесь живу, и я только-только начала обустраиваться. Слушайте, обувь в моем доме размножается каким-то невиданным образом. Это все мои резиновые сапоги, понимаете? Вот я сейчас просто объясню, откуда они у меня появились. Вот эти красненькие я купила давно в каком-то, как это, маркет, социал маркет называется. В общем, семейный магазин со скидками. Почему я их купила? Потому что мой 36 размер, и здесь указано мое имя, Ната. Я очень удивилась, когда увидела эти сапоги с именем, со своим размером. И вы не поверите, стоили они всего лишь 350 рублей. Хорошие высокие резиновые сапоги. Просто обалдею от них. Вот эти я купила, когда только сюда приехала. У меня не было вообще никакой здесь обуви. То есть пока я еще не перевезла вещи, мне нужно было в чем-то ходить. И нужны были какие-то галошки. Вот эти я купила в Икее за 1500, надо сказать. Но они очень удобные. Они там тепленькие. Вот с такой начесом внутри. И вот здесь вот фиксируется у них на лодыжке кулиской стопа. Вот эти мне отдала мама. Я не знаю, где, откуда у них эта обувь, но тоже моего размера, 36-го. Вполне себе, очень мне нравится. У них высокий верх. Вот здесь вот мех внутри и мягкий такой верх. Очень удобные, кстати, сапоги. И вот эти мне подарили. Тоже мой размер. Все нормально, но единственное, что вот здесь сверху, в области икры мне жмет вот здесь вот. То есть они не совсем у меня влазят, ну, в ногу. По стопе размер нормальный, но вот здесь вот жмет у меня.
Хотя, может быть, если я похудею, вполне себе в них влезу. Короче, вот я не знаю. Все сапоги мне удобные, всеми я пользуюсь периодически. Вот в этих хожу, когда сильный дождь и нужно залезть в какую-то высокую траву. В этих так вот выбежать с утра, позавтракать. Вот эти вот очень удобные, так где-то в огороде потоптаться. Ну а эти я жду, когда я похудею, у меня вот здесь вот в области икры будет все совпадать. Вот так вот. Следующий вопрос: как отнеслись мои близкие к моему переезду? Ну, конечно же, мама, когда узнала, что я собираюсь покупать дом в деревне и переезжать в область, она была возмущена, мягко говоря. Но когда я уже купила этот дом, и когда она сюда приехала, уже все посмотрела, и приезжала она сюда не раз, и она увидела, что со временем у меня становится все более благоустроеннее, что становится все более уютно, что здесь есть коммуникации, что здесь есть транспортная связь, можно доехать на автобусе до меня, то я живу не совсем в глуши, в лесу, да, среди людей, и что здесь все нормально. И, конечно же, она успокоилась и приняла мое вот это вот решение о переезде из города в деревню. Тем более, что вот это решение о переезде в область, в свой дом, для меня оказалось гораздо более выгодным. Здесь у нас в селе, в деревне есть 2 магазина продуктовых, то есть я могу спокойно покупать продукты, мне для этого не нужно куда-то далеко ездить. Здесь также есть детский сад, библиотека, медпункт, администрация, то есть все здесь в одном месте, и куда-то далеко ездить не нужно, то есть это не совсем глушь какая-то, где лес и вокруг нет людей. То есть все нормально. Еще меня очень часто спрашивают, не скучно ли мне здесь в деревне, поскольку я живу одна. Мужа у меня пока нет. Ну, на этот вопрос хочу ответить так, что по натуре своей я интроверт, и мне никогда не бывает скучно, одна ли я, в компании ли с кем-то. Я спокойно переношу одиночество, но для меня одиночество, скорее всего, не воспринимается как одиночество. Скорее всего, я бы это назвала как время побыть наедине с самой собой. Это очень ценное для меня время. В общем, здесь мне не скучно, наедине с самой собой мне никогда не бывает скучно, поверьте. Я всегда нахожу себе какое-то дело. Тем более здесь, в своем доме, в своем саду, я всегда найду дело, поверьте. И мне точно скучно не бывает. Здесь каждый день случается какая-то интересная история. Либо с моими кошками, либо еще что-то. Все это я вам показываю на видео, которое записываю на своем Яндекс.Дзен канале. Уж если мне наедине с самой собой не было скучно в городе, так здесь это тем более. Учитывая еще то, что здесь у меня есть интернет высокоскоростной, то я постоянно залипаю на какое-нибудь видео, на какой-нибудь интересной теме, что-нибудь изучаю, что-то делаю. И здесь я также заметила, что я стала очень много готовить. Дело в том, что у меня на съемной квартире была только электрическая плита, и то там сломалась у нее духовка. А здесь у меня есть возможность печь в печи, готовить разные блюда, тем более, что у меня есть чугунная посуда. В общем, здесь во мне проснулся кулинар. Каждое дело здесь для меня это как некая такая медитация, что ли. Я не знаю, как это объяснить. Я просто наслаждаюсь процессом. Когда что-то делаю, когда пилю ветки в саду, когда растапливаю баню, когда растапливаю печь, когда что-то готовлю, когда ухаживаю за кошками, когда даже просто выхожу на крыльцо, посидеть, попить с утра чаю, погреться на утреннем солнышке, подышать свежим воздухом, ну, я не знаю, как это описать. Здесь вот одиночество я вообще не чувствую, это не про меня.
Кроме того, здесь я уже потихоньку начинаю знакомиться с местными сельскими жителями, вот, и периодически с ними общаюсь, плюс в сети я общаюсь с друзьями, и иногда ко мне даже приезжают гости, родственники, поэтому одиночества я здесь не чувствую точно. Слушайте, кто-то ходит в спортзал по вечерам после работы, а я после работы хожу в спортзал в свой огород. Вот это вот участок. Здесь была картошка, я вырыла уже. На выходные приезжали мама с племянником, помогали. Вот. Ну, конечно же, мы все не выкопали, но кое-что выкопали. Вот этот вот участок. А вот это заросшее еще мне предстоит. Так вот, я каждый день после работы вот по такому ведру картошки, вот я сегодня только начала ее собирать, копать, ношу из огорода, короче. Каждый вечер уделяю час после работы, чтобы выкопать картошку. А Василисыч мне всегда помогает. Он в группе поддержки. Вот, Вася, да? Васечка. Он всегда со мной, он приходит, здесь сидит, следит за всем порядком, чтобы все здесь было окейно. Вот такой вот у нас дуэт с Василисычем, да, Вась? Да? Да, Васюш? Да, мой котик. Скажи, мы картошку копаем. Выдираю траву и копаю, и, как всегда, со мной пришел Вася. И как вы думаете, где он? Сейчас вот солнышко светит, и он решился в пакет спрятаться. Вась, тебе здесь хорошо, да? Ты мой сладкий. Скажи, я от солнышка здесь прятался. Скажи, тенечка нигде нету. Я, скажи, тут посижу. Такой забавный он. Помощничек мой. Мурчит. На этом, пожалуй, пока закончу. Если у вас появятся еще какие-то дополнительные вопросы, пишите их мне в личку, в комментариях. И на основе их я буду снимать следующее видео. Ну а на сегодня все. Всех благодарю за внимание. Пока-пока. Триша очень любит смотреть на птичек. Вот она прям наслаждается сегодня. Да, Тришанечка? Да?